Привет! Привет, любители Ким Тэ-хёна! Добро пожаловать обратно на канал BTS Army. Канал, который говорит не только о Ким Тэ-хёна, но и раскрывает факты, данные и скрытый смысл моментов, способных остановить мир хотя бы на несколько секунд. Перестаньте листать. То, что вы услышите сегодня, не должно было произойти в этом году. По крайней мере, если верить всем привычным правилам индустрии. Если вы думаете, что это был обычный прямой эфир, вы глубоко ошибаетесь, потому что в следующие несколько минут мы поговорим о цифрах, от которых музыкальная индустрия замолчала, о честных моментах, которые раскололи эмоции фанатов по всему миру, и об одной простой фразе, от которой миллионы людей задержали дыхание одновременно. Это не слухи, не сплетни и уж точно не дешевая ностальгия. Это факты, это данные, и это реальный момент, произошедший в декабре 2025 года, когда 7 человек вышли в прямой эфир, и мир снова объединился без всякого приглашения. Смотрите до конца, потому что если вы остановитесь на полпути, вы пропустите самую неожиданную часть этой истории. Теперь давайте начнем. Это был прямой эфир, который по всем стандартам должен был быть обычным, но вместо этого он изменил все. Речь не шла о концерте, ни о камбэке, ни о новом альбоме. Это были просто 7 мужчин, которые решили выйти в прямой эфир. Без официальных анонсов, без постеров, без таймера обратного отсчета. И уже через несколько минут сервера Weverse начали испытывать серьезную нагрузку. Что произошло, когда эфир начался? Зрители начали подключаться из десятков стран. Рост аудитории происходил в реальном времени, буквально на глазах. Комментарии двигались так быстро, что их невозможно было прочитать. Фрагменты прямого эфира мгновенно разлетелись по X, TikTok, Instagram и YouTube Shorts. Не потому, что была реклама, не потому, что была стратегия, а потому, что появилось одно имя. BTS Live. 7 человек, 1 эфир и мировой эффект. Ни одна бой-группа в истории глобальной музыкальной сцены не делала ничего подобного. И если вы все еще думаете, что их эпоха закончилась, эта история может вас разозлить. 3 секунды. Всего 3 секунды. Ровно столько им понадобилось, чтобы всколыхнуть миллионы людей по всему миру. Ни сценой, ни хореографией, ни новым релизом, а простым человеческим присутствием. 7 мужчин сидели вместе, смеялись, вспоминали прошлое, и в этот момент мир словно замер. Без сценических костюмов, без дистанции между ними и нами, без индустриальных масок мы увидели не айдолов, мы увидели людей. Их язык тела был слишком естественным, чтобы его можно было подделать. Они смотрели друг на друга так, как смотрят только те, кто прошел вместе слишком много. Они подшучивали, перебивали, смеялись над мелочами, и именно в этом простом, почти будничном моменте был установлен мировой рекорд. Декабрь 2025 года. Прямой эфир, который, согласно стандартам данных, не должен был существовать. Ни одна бой-группа, активная, на паузе или из любого поколения, не проводила прямой эфир в полном составе, без сценария, без продвижения, без официального расписания и при этом не вызывала глобальный всплеск вовлеченности в реальном времени. Платформа Weverse Live. Время – декабрь 2025 года. Длительность не запланирована. Эффект взрывной. Резкий рост зрителей, тренды в разных странах, самый высокий уровень органического вовлечения с момента запуска платформы. Без тизеров, без пресс-релизов, и именно поэтому пришли все. А затем Ким Тэ-хён сказал, что ему нужно уходить. Фраза была простой, почти будничной, но для фанатов по всему миру она прозвучала как эмоциональная бомба. «Мне нужно идти». А Рэм ответил спокойно. «Ты очень честен, Ким Тэ-хён». Без драмы, без долгих объяснений, просто честность. И именно в этом сила Ким Тэ-хёна. В индустрии, где принято сглаживать углы, объяснять каждое слово и бояться реакций, он выбрал прямоту. Не потому, что ему все равно, а потому, что он верит в эмоциональную зрелость людей. И это заставило многих почувствовать дискомфорт. Почему? Потому что рухнул старый нарратив. Годами нам говорили, их карьера закончена, их популярность падает, они скоро исчезнут, и декабрь 2025 года ответил на все это без единого оправдания.
Им не нужно было что-либо доказывать. Они просто появились. И этого оказалось достаточно, чтобы разрушить ожидания тех, кто ждал конца этой истории. В какой-то момент они начали вспоминать 2013 год. Тесные тренировочные комнаты, ошибки в хореографии, усталые тела и мечты, в которые еще не все верили. И здесь проявляется главная ирония. Их часто называют группой, которая плохо помнит старые танцы, но они помнят все друг о друге. Именно поэтому слухи о потере химии каждый раз терпят крах. Эту связь невозможно натренировать, ее невозможно купить, ее невозможно скопировать. Маленькие шутки, обычные разговоры и огромный эмоциональный эффект. Именно поэтому зрители не уходили, они не ждали анонсов, они не ждали новостей, они просто были там. Время идет, они меняются, мы меняемся, но суть остается. Джей-хоп по-прежнему излучает свет даже в тишине. Намджун остается спокойным центром, когда они вместе, а Ким Тэ-хьон остается честным даже тогда, когда эта честность рискована. И именно поэтому эта связь ощущается взрослой. Не как хрупкие отношения айдол-фанат, а как отношения человек к человеку. Если вы действительно их знаете, вы понимаете одну простую истину. Они могут забыть 7-й шаг старой хореографии, но они никогда не забывают, как быть семью. Теперь ваша очередь. Что вы почувствовали в тот момент? Злость, облегчение или спокойствие? Напишите об этом в комментариях. Потому что одно ясно и неоспоримо. Цифры не лгут. И этот прямой эфир уже сказал слишком много. Если вы все еще здесь, значит вы понимаете. До встречи в следующем видео на канале BTS Army.